я увидел силуэт Вау. маленькой девочки и проснулся. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это самое популярное видео крутого папы, которое только существует у него на канале. Оно набрало уже 17 миллионов просмотров. Видео называется «Страшная история настройки». Ставьте лайк, подписывайтесь и Когда жмите не было колокольчик. интернета, компьютеров и телефонов, Ой, мы просто какое грустное проводили время, целый да? день на улице и играли в реальные игры. Ничего, подождите. Не, я тоже проводил время на улице, играл в реальные игры, но я не помню, чтобы мы строили какую-нибудь пасочку или что это, которая была бы ростом с меня. Вот этот вообще, он, по-моему, сюда может в тройном экземпляре поместиться. Ляпки, Попадешься. казаки-разбойники, Так. квадрат, вышибалы, Ау. футбол и прочие земные Пароль. игры. Ленин жив. Наше хобби Ну да, типа этого во время Советского Союза. это да? был наш двор, Ага. а локациями были либо соседние дворы, либо ближайший садик, лес, пруд. Ну, кстати, подъезд. да, это, в принципе, очень похоже на описание моего детства. Да, Никита плюс Люба равно любовь. Ага, теперь мы знаем, как они назовут свою будущую дочь. Любовь так и назовут, как в Крыша честь матери. дома. Да. Вау, не, ну такого я точно в детстве не делал, конечно. Крутое музло и Самая наша свесившись любимая на- локация Это это была нет. стройка. Мгм. Стройка это как целый мир опасностей и приключений. Такого тоже в моем детстве не было, чтобы я на какую-то стройку ходил. Нет, не знаю. Может, кто-то Стройка? ходил, Мы проводили больше всего времени. но я думаю, не У стоит. нас была целая банда. Опасное место. Все мальчишки с моего двора. Мгм. Славик, Петька, Леха и Серега. Связывались мы через окно. Просто Что, выглядываешь все прям в соседних этих самых живут, что ли? в окно и орешь. Славик! Он выглядывает, и мы общаемся на весь двор. А, Чего? да, это интересно. Однажды мы, как обычно, собрались на стройку играть в прятки. Но вдруг я вспомнил, что забыл выключить Я быстро чайник, сбегаю. и пришлось вернуться домой. А это, как вы Ох, знаете, кошмар. плохая примета. Ну, Друзья да, были не самое недовольны лучшее. этим. Свистеть это говно будет на всю квартиру. Как там страшная история настройки, да? То есть они туда придут, и там что-то страшное произойдет. Вот не надо туда ходить, значит, не Но надо. мы все равно пошли Не на пытайтесь, стройку. как говорится, повторить это дома и настройки, которые рядом с домом, и вообще не Когда пытайтесь. мы шли, нам перебежала дорогу черная кошка. Ой, Славик отстойненько. сказал, что это тоже очень плохая примета. да, это к чему-то Чтобы все ничего ведет. плохого не случилось, Можно держаться можно за взяться за пуговицу. пуговицу и, держась, пройти то Серьезно? место, где прошла черная кошка. Вот я про Я такое так и никогда не сделал. слышал. Ничего себе пуговица! была только у меня. И Ого. ребята очень расстроились. Но всем Это не пуговица, это прям целый щит. Вы знаете, вот как у бойцов, у них раковина на этих местах, чтобы не прилетело. Вот у него то же самое, наверное, он страхуется на хотелось всякий случай. играть, и мы пошли. Подойдя к стройке, мы пролезли через дыру в Так. заборе, которую почему-то Почему не её не заделывали. Ну Мы вас ждут, посчитались, очевидно же. и водой стал я. Ага. Отвернувшись Прятки. в угол и закрыв глаза, я начал считать до 100, чтобы ребята успели спрятаться. Не, ну это жесть. Да Тут же стройка, тут можно где угодно спрятаться. Это можно вечность искать. Считав, Я иду пошел искать. Я иду искать. Такая довольно рожь. Я иду Выйдя на искать. улицу, Ну, давай. я увидел свежие следы, ведущие к Найду их котловану. по следам. Котлован был полный грязной воды после вчерашнего дождя. Ты туда В нагадил, воде походу. виднелась чья-то рука. Нормально. Неужели это Славик? Сердце мое сжалось от страха. Ничего, хорошо спрятался, конечно, ты, приятель, да. Прям вообще постарался на славу. Я не знал, что делать. Все тело парализовало. Так еще бы. Но я поборол свой страх И упал? бросился Что? вытаскивать друга из Так. воды. Он не дышал. Дерб. Что такое дерб? Видимо, нахлебался воды. Что делать? Я вспомнил, что в школе Искусственное нам дыхание, показывали, как спасать утонувшего. Так. Положив его себе на ногу, Ага. я начал давить на спину. Мгм. Из рта Славика вышла вода. Какая гадость. Он захрипел. Ну, Я живой забыл, вроде. что делать дальше. Положил его на землю боком и побежал искать остальных друзей. Славик, мы когда собирались играть в прятки, мы, конечно, ну, прятаться надо хорошо, я согласен, но не настолько же. Забежав на второй этаж, я просто обомлел Еще от один ужаса. спрятался на том свете. Леха Да. лежал на полу, а на нем лежала большая тяжелая труба. Ну они жестко прямо Видимо, он относятся задел к этой ее, игре. и она скатилась на него. Прям под трубой прятаться. Это представляете себе, как человек выиграть хочет? Леха! Вы что там, на Леха!» деньги, что ли, играли? Позвал его я. Он молчал. Возле я Так. увидел подходящую палку. И С что это помощью сейчас? этой палки мне удалось откатить трубу. Я думал, ты его потыкать Леха решил. был жив, но без сознания. Он жив, пойду Я искать других. бросился Нужно бежать найти выше, остальных. в надежде получить помощь от оставшихся друзей. Ох ты, как Но зайдя на телепортируешься. третий этаж, Боже. я сразу увидел лежащего на полу Серегу. А этот просто спать захотел, да, сейчас окажется? Он был весь обожженный А, и нет, дымился.
Видимо, он полез в трансформаторную будку. Он дурак. Его ударило током. У придурка. Я поднялся Никогда на так не крышу в делайте. надежде быстрее найти Где Петьку. Петька? Но его нигде не было. Где он? Я проверил все места, где он мог спрятаться. Но все безрезультатно. Он как разумный человек пошел домой просто от вас, наверное, придурка. Не знаю почему, я подошел к краю Хоть крыши бы не и там. посмотрел вниз. Внизу лежал Петька. Фенди. Видимо, он упал с крыши. Что за надписи у них? Дерб, Фенди, что это? Я сел и горько заплакал. Кошмар. Почему это случилось с ними? Что я скажу их родителям? Ну Немного да. подумав, я вытер слезы и пошел звонить в скорую помощь. А что Они случилось-то? приехали быстро. Призраки какие-то, что ли? Ну, типа, а что еще это может Друзей быть? увезли в больницу. Так, Позже еще я есть узнал, люди. что они не очнулись. Твои и друзья попали в коме. кому. Я заперся в своей комнате и хотел бы быстрее уснуть, но у меня не получалось. Да, В голове удивительно прям. крутилась эта трагедия. Но вдруг я Стресс, вспомнил, наверное, небольшой. что да? на месте трагедии Ой. я везде видел Что у тебя с еще лицом? чьи-то следы, Как? как будто еще кто-то там был. А может, на моих Это не следы, это просто куски какой-то черепицы на крыше. людей или что. напали. Я решил Нужно сходить на проверить стройку, следы. Ничего себе, у него, вы видели, там этот самый престо накачан, нормально. поискать, куда ведут эти следы, разобраться во всем. Уже темнело. Вырос. Пришлось включить фонарик. Ты ночью туда пошел? Я нашел Ну то ты место, дурак. где достал из воды Славика. Хоть бы до утра подождал. Следы были маленькие, как будто ребенок младше нас. Да это вообще, да это квадратные какие-то. Какой ребенок? Какой он младше нас? У ребенка что, у него ромбики вместо ног? Что Этим это? следам я дошел до канализационного люка. Ребенок младше. На люке была какая-то странная надпись. Прости. Извините, пожалуйста, что-то бес попутал. У нас призраков канализационных такое бывает. Это ниндзя-черепашки, я понял. Ниндзя-черепашки пришли на стройку. Вот и разгадка, понятно. Прости. Ну, мы как бы скучали по April O'Neil, что-то нас стресс сожрал, а пиццы нет, ну мы вышли как бы. А там вы прячетесь, ну. И вдруг откуда-то из-под люка послышался странный смех. Я очень испугался и побежал домой. Ну я бы тоже побежал, да. Забившись под одеяло, я уснул. Во сне мне приснились мои друзья. Так. Как будто мы стояли на крыше у костра. Ага. Было темно, но я разглядел, что у них не было лиц. Да на вас лица нет, батенька, что это вы? «Где ваши лица?» – спросил я. Хорошо. «И что с вами случилось?» Кто-то из ребят ответил: «Это Так. все она. А чем ответил, я извиняюсь, жопой что ли? У него же рта нет. Она хотела поиграть с нами. Этого мы никогда не Забрала знаем. наши души. Так, ну понятно, какой-то призрак, короче, живет в канализации, да? Прикольно, прикольно. Спаси нас!» Да поздно И уже. опять раздался этот страшный смех. А может и не поздно. Может Я быть еще оглянулся, воскреснут но все. друзья куда-то пропали. Смех приближался. Я увидел силуэт Вау. маленькой девочки и проснулся. Нифига он качок, смотри. Да ты этой девочке только так втащишь, я думаю, да? Ну, да, как бы в качестве самозащиты, естественно. Мы не за то, чтобы бить девочек. Ну, просто она же, по-моему, она довольно опасная, мне кажется. Знаете ли. Так, Мои друзья в беде, понял я. да уж. Надо разузнать, что это за девочка на стройке. Так пойди Может, в спроси. чё. полиции знают. Девочка, ты кто? Так над люком встань так. Я на тебя Я ответил. допил молоко и отправился в полицейский участок. Ага. Ребята, вы это, уважаемая полиция, вы не знаете, там призрак, короче, какой-то орет под этим, под канализационным люком. Это кто вообще? Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. У полицейского я спросил, не происходило ли А что-то было что-то странное плохое на в последнее время на стройке. Полицейский Ну да, малолетки там всякие в прятки играли, мы уже запарились их постоянно отлавливать. Мамаши обеспокоенные рассказал, звонят потом. что ровно год назад на стройке Опа. произошла трагедия. Трагедия! Ну В давай. открытый колодец провалилась маленькая Ну, девочка, ясно. но ее так и не нашли. Ну, короче, мы продолжаем. Колодец. То есть, во-первых, это нифига не колодец, это канализационный люк, по-моему, да? Но окей, будет колодец, потому что в фильме «Звонок» маленькая девочка куда упала? Именно в колодец, поэтому само собой. Я решил узнать Так, про этот случай нужно больше информации. поподробнее. Что-то у него с глазами. Есть та самая девочка. Блин, может быть, да, представляешь себе, или это офигенное совпадение просто на самом деле. Да, может быть, это и она. Ты глаза только попроще сделай, а то она с тобой разговаривать не моего будет. сна. Ты страшнее, чем Как она вы уже сейчас. знаете, интернет Без инета скучно. это раньше не было. А, его раньше не было, а надписи в Советском Союзе уже были. Без инета скучно, да. Собственно, да, это знаете, еще я помню, Иосиф Сталин говорил что-то.
Жить стало лучше, жить стало веселее, только вот без инета скучно, да. Это великая фраза, все ее мы помнят. узнавали из газет и телевизора. Ага. Я отправился в Так. библиотеку. Там можно было Библиотека. найти старые газеты за любой год и день. Газета за прошлый год. Я нашел Только газету такие остались. за прошлый. Смотрите, как ему везет прям. Ему дали чисто газету. Там написано, пропала девочка сразу. Вот и все, понимаете. Только такие остались, одна, которая тебе нужна, единственная. Если вы видели маленькую девочку по имени Гертруда, срочно сообщите в полицию ее местонахождение. Последний раз ее видели возле стройки. Вознаграждение за помощь в поиске, талон на сахар и значок Ленина. 1982 год. 28 апреля. Это ровно год назад. И там я прочитал ту самую историю про девочку. Звали ее... Прости, а что там уже на... Они уже сфоткали! Прости, короче, этот... Колодец этот, как... мать работала канализационный на люк? птицефабрике. Они не слышали, как она ржет там, что ли? И там произошло заражение кур бешенством. Бешеные куры напали на работников птицефабрики. Закрывали ее мать до смерти. Гертруда осталась жить с отцом. Но тот, Вау. после смерти жены, впал в депрессию. Много пил и вообще не следил за Гертрудой. Да, смотри, все шоколадное молоко выхлебал просто. Нормально ее не кормил. Вот, только чипсы есть, невкусно. Не водил Ты в хочешь, сама иди, папа, я хочу в садик. садик. Не следил за ней, Отец года просто. когда она Где гуляла. папа? Ленин жив. Ну да, ну, это единственная, видимо, мысль, которая у него в мозгу Гуляли осталась, да? соседи. Соседская бабушка Валя Покушай. подкармливала Гертруду. Пиццы. И иногда Да, ох уж это пицца в Советском Союзе, знаете, да, она очень, очень популярное было блюдо. уводила И ее. молоко с надписью Milk, да, тоже в Советском Союзе очень любили пить. Буржуйское это молоко, да, оно прям вообще прям как горячие пирожки расхватывалось. Простите, донаты, пончики, да, Однажды пончики. Советские пончики, донатсы, да, и бургеры еще, да. Гертруда гуляла одна во дворе. Отец, как обычно, Ничего себе у него размером бутылочка там, вы видели, нет? валялся на диване дома и Гена смотрел телек. Ух ты. Гертруда Ух увидела, ты. что через дорогу в заборе стройки Лучше б ты это есть не дыра. Ей Вау, стало что это там? интересно. Что там? Стройка коммунизма идет. Что? Счастливое будущее сейчас будут строить. Только ты будешь его частью, судя по всему. Она полезла Подземный в эту дыру такой. и оказалась на стройке. Ага. Для нее Как это было красиво! удивительное место. Да. Сколько всего нового. Она шла и смотрела с удивлением наверх. Там какой-то лысый черт стоит. Но, к несчастью, Смотри. она не заметила открытый колодец и провалилась вниз. Ау! Ударившись головой, Гертруда потеряла сознание. Кошмар. В это время Вот нечего шляться вот по таким местам, потому что... мимо проходили Стоп, что это? А, это я думал, это монстр какой-то, а это такая штука, Строители типа и заградительная. увидели, Строительная какая-то, что да? колодец открыт. Надо закрыть. Да, вдруг кто-то провалится. Они Действительно. закрыли его. Вспомнили. А вдруг кто-то провалится в открытый люк, который мы тут оставили, как два барана. И пошли работать дальше. Так Гертруда и осталась одна в темном колодце. Прошла Давно неделя. ее нету. Соседская бабушка Валя Мгм. забеспокоилась, Батя что вообще давно не видела пофигу, Гертруду, да, я так понимаю. и зашла А там к сидит Ленин жив, да, наверное, и с бутылкой. ним домой. Шоколадного молока. Дверь естественно. была открыта. Так. Отец Гертруды сидел за столом и плакал. У меня кончилась бутылка, да? Что ты плачешь? Че ты плачешь? Где девочка? Спросила бабушка Валя. Так, что Отец ответить? рассказал, что ее неделю уже нет дома. О, И что она ему снится во Заметил. сне и просит спасти ее из темноты. так. Бабушка побежала в полицию и рассказала про пропажу ребенка. Продолжайте. Ну, нам там сны еще снятся. Это как доказательство пойдет, как бы, ну, как важная это улика по поводу того, где она может быть. Там темно вроде во сне, да? Полицейские с собаками Я иду на и щепками поиски. Я с начали тобой. искать Гертруду. Они дали понюхать собаке вещи девочки, Ага. и собака повела их по следам. Моя на собака стройку, убежала. к тому самому колодцу. Открыв колодец, они нашли там любимую игрушку Вот, девочки. ну смотрите. Но ее самой А не где было. она? После 2 дней поиска Сейчас она их Гертруду так и сожрет, не да? нашли. Обыскали все, девочки нет. Наверное, ее уже нет в живых. Ночью она опять приснилась отцу. Но
Так, уже это ж не отец, это главный герой наш, по-моему. была очень страшная. Это ж наш главный герой, нет? У него такой же торс. Вау. Папа, я потеряла свою игрушку. А? Мне скучно. Где ты, спросил отец. Я заблудилась в канализации. И здесь Зови Леонардо, Рафаэля, Донателло и Микеланджело. Они помогут еще точно. кто-то есть. Я не могу выбраться. А кто еще Отец есть? проснулся в холодном поту. Он побежал к колодцу Так. и написал на люке: прости. А, это он написал. Блин, я думал, это девочка написала, типа, прости, по поводу... Ну, тогда ясно, тогда это хоть какое-то имеет объяснение, как эта надпись появилась на газете. Ну, девочке Так легче остался стало, да? там сидеть, ждать свою маленькую девочку. Да, девочке так стало намного легче, когда ты это Через написал. пару дней Реальный психопат, с ума сошел? его увезли в сумасшедший дом. А Гертруду больше никто так и не видел. Мгм. Дочитав газету, я Ну, подумал, скоро увидим. может найти эту любимую игрушку Любимая игрушка. Гертруды и обменять ее ей на души моих друзей. Она ее там найти не может, да? То есть она настолько тупая, что она, живя в этой канализации, не может найти игрушку, которую должен найти для нее ты. Они могут остаться в коме навсегда. И я отправился. Ну они к живые, да? бабушке Это хорошо, Вале. это хорошо. Может, бабушка знает, где игрушка? Понес помойное ведро. Ну, естественно, естественно. Да. Про попугая там еще давай пошутим. Так. Помяты и на ней. «Вам кого?» — спросила бабушка Валя, открыв дверь. Так. Я рассказал ей свою историю. Нам, пожалуйста, Барбару Брыльску, потому что мы, походу, попали на 3-ю улицу Строителей, да? Дом 25, квартира 12, по-любому. И Сейчас спросил, будет этот сюжет разворачиваться. нет ли у нее той Есть ли самой у вас любимой игрушка игрушки Гертруды? Гертруды. И сейчас саундтрек-то Ривердиева такой, как, знаете, в советских фильмах тоже. Парара, папа-пара, там что-нибудь такое. Она Такое достала заиграть игрушку и отдала ее мне. Вот. Пусть Гертруда успокоится, Успокойтесь. Да, пусть она... сказала Пусть она бабуля успокоится. и расплакалась. Я взял игрушку и Интересно, отправил- это была намеренная ошибка орфографическая или это специально, что типа бабушка так говорит? Пусть она успокоится, так, знаете, после настройки. старушки. Кто знает, кто знает. Гертруда! Так, Я принес твою игрушку. успокойся, Погоди. Гертруда, надо кричать. Успокойся. А, может подождать до вечера, подумал я. Давай. Разведя костер, я уселся поудобнее и начал ждать. У Гертруды, короче, режим что-то сломан дня, походу. Она днем спит, вечером просыпается. Гертруда, это вредно для твоего призрачного здоровья. Так я прождал до поздней ночи, Угу. но никто не появился. Как же так? Почему она не пришла? Расстроенный, Хороший я вопрос. вернулся домой и решил перекусить. Реально бургеры пошли! Реально бургеры в Советском Союзе с картошкой фри, да? Серьезно? О, да, ну это... Я-то пошутил. Крутой папа, я же пошутил. Ну, что ты делаешь? А что дальше пойдет? Бурритосы, да? Мексиканец какой-нибудь, да, с надписью «Ленин жив» на кепке, раздаст бурритосы. За столом я случайно просыпал соль. Ой, Опять плохая примета, подумал а, я. вот в чем дело. Лишь Я бы думал, ничего не кажется. случилось. Перекусив, я лег в кровать и положил игрушку Гертруды рядом. Вдруг она придет. Да, И вдруг в квартире в гости. я Заскочит. услышал странные звуки и музыку из моего граммофона. Из Мои граммофона. родители были на даче. Что это такое? Я же один Его дома. дома не было. Ладно. Что это такое? Это «Один дома 5», новая часть, да? Там их 4, по-моему, уже. Вот это 5-я, ребята. Прошу любить и жаловать. Я выбежал в зал. Там никого не было. Никого же нет. Кто же мог Кто включить включил музыку? За окном Музыка поднялся шикарная. сильный ветер. Ой. Я подошел Шо к окну и увидел на стекле надпись: «Мне скучно». Я Бывает. испугался и Интернета же не было, правильно? бежал в комнату. Там всем было Спрятавшись под скучно. одеяло, я так и пролежал до утра. А. Утром мне стало не так страшно. Что Я же мне вылез. делать? Капец. Что делать, Ну да, я не это знал. точно. Гертруда Она вроде близко, но не появляется. но не появляется. Стесняется просто. Плюс у тебя У нас окна в закрыты. городе, я слышал, есть одна слепая, ясновидящая. Ничего себе. Говорят, она знает все Ее зовут Ведьмак Геральт, да, по сути, по и внешнему? может помочь в таких странных Она делах. поможет во всем. Я отправился к ней. Ее дом находился на окраине города. Выйдя с автобуса, Блин, очень большая я очередь. увидел большую очередь. Эта очередь была до самого ее дома. Ну, типичный Советский Союз, что вы хотели? Пришлось стоять. Без этого никак. Так я простоял до самого вечера. Ну да. Наконец попал к ней. Ну, проходи.
Садись, Здорово. сказала слепая. Ты принес ее? Я удивился. Ого, уже знаю. Кого я принес? Может, она меня с кем-то путает? Ну, ее валюту принес, нет? Давай быстрее, я жду. Игрушку Сколько... принес? Че я тут, бесплатно Повторила сижу? громко Реальная слепая. игрушка? Я Ничего даже себе. вздрогнул. Мгм. Вот она, сказал я. Ну, понимаешь, она просто увидела у тебя ее в руке, скорее всего. Она увидела у тебя в руке игрушку, а принес ли ты игрушку? Эту, которая у меня в руке, прямо перед вашими глазами? Да, принес, да. Откуда вы знаете? А, ну да, понятно. Понятно. Вы же ясновидящие. Давай игрушку. Она взяла игрушку и начала что-то шептать. У меня закружилась голова. Как будто кто-то рылся у меня в мозгу. О как. Потом потемнело в глазах. А там много в чем Я рыться очнулся было, да? дома на Ты должен повторить плохую... Что? твоей кровати. Мсту? Неужели это мне Чего приснилось? там написано? Оглядевшись, я увидел игрушку и рядом записку. А, примету, это Е такая, господи. Ради Ты друзей? должен повторить плохую примету своих друзей. Коротко и ничего не понятно. Да, это странное повторить? предложение довольно. Где повторить? И вообще Хорошо, зачем? просто. Я Самое вышел главное. на улицу. Уже стемнело. Но дома сидеть не хотелось. Тупик. Я был в Это для тех, кто не понял, что тут нельзя пройти сквозь стену, как бы, да? тупике. И это меня Если вы не гложило. девочка-призрак, Я конечно. долго гулял и думал про смысл этой записки. Да И тут Есть я над чем увидел подумать. ту самую черную кошку. Точно! Как же я сразу не догадался. Надо повторить плохую примету моих друзей. Мгм. Им перешла дорогу черная кошка, а я спасся, держась за пуговицу. О, вот оно Я чё. побежал к кошке и пересек то место, где она прошла. А. И отправился на стройку. И не держался за пуговицу. Ну, значит, ты попадешь в кому, как твои друзья. Поздравляю. Было уже совсем темно. Жаль, что фонарика нет. Ладно, Но ради своих друзей, ради друзей я переборол я должен. страх. Окей. Подойдя к колодцу, я обнаружил, что он открыт. И О, как. почувствовал сзади чей-то взгляд. Обернувшись, Строители. я увидел Гертруду. Опять эта молодежь тут шляется. Но Привет. почему-то мой страх пропал. Ну да. В ее глазах виднелась грусть. Мгм. Как будто она нуждалась в помощи. Чумазая девочка. Вот какая-то твоя стоит. игрушка. Чё там бояться-то? «Верни души моих друзей», — сказал я. Она подошла поближе и взяла свою любимую куклу. А потом сказала, а фиг тебе, да? И сбросила в «Поиграй колодец. со мной. Твои друзья не захотели играть. А Мгм. ты будешь?» — спросила Гертруда. Ну давай. Я понял, Партию в Валорантик, в КС-очку, во что хочешь. что нельзя отказываться. Хорошо. И мы пошли играть. Ля-ля-ля-ля-ля. «Давай в прятки», — предложила она. Давай. «Ты будешь водой». Мгм. Я согласился, деваться было некуда. Круто. Досчитав до 100, я пошел искать. Но долго искать не пришлось. Я нашел ее, так как хорошо знал все места. Какая страшная история, да? Просто невероятная. Вообще ужас прям леденеет у меня в душе. Труде понравилось. Мне понравилось. Да. Мы поиграли в А разные мои друзья пока в коме. Ну ничего, потерпят, полежат какая. игры. Карась. И Догоню я понял, сейчас. что она совсем Ленинград, неплохая. Дмитровск. На А, играть в города, понятно. В свете Гертруда сказала: «Мне пора идти. Она меня ждет. Угу. Твои друзья в порядке. Больше не делайте плохих примет, а то станете как я». А то я вас окончательно порешаю, да? И Такая она добрая девушка. убежала в колодец. Ага. Я побежал в больницу к друзьям. Так. Зайдя в палату, я увидел, что они вышли из комы. Неужели Такие лица, наверное. получилось? Очнулись сегодня Друзья утром. благодарили Спасибо, брат, меня ты самый лучший друг, За спасибо. спасение. Откуда они узнали, что это благодаря тебе они вышли из комнаты, я что-то не понял. Через неделю их выписали из больницы, Так. и мы встретились на крыше. Все веселились и шутили. Пока один из вас, дураков, не провалится там вниз. Вы что делаете? Че ты там уселся? Вот никогда так не делайте, вообще отвратительно. Вот это же опасно. На стройку идти никто Голова, не дай бог, закружится и упадешь. уже не хотел. Дурак. Но только мне Круто было быть не живым. Все, для нас стройка закрыта, что-то тут не по то. себе после последних слов Гертруды. Больше не делайте плохих примет, а то станете, как я. А, Значит, Гертруда
что-то сделала. И что же с ней стало? Может, можно спасти ее? Погодите, я думал, это намек на другое. На то, что если отныне и во веки веков они хоть раз позволят черной кошке перейти им дорогу, они станут как она сразу же. Я подумал, ну это такая себе, конечно, жизнь. Бегать и панически бояться черных кошек. Я да? рассказал все свои мысли. Гертруде нужно друзьям. помочь, давайте спасем Они ее. согласились Да, мне мы помочь. поможем, конечно. Серега Я сказал, видел. что в день, Она когда была с не ним одна. случилась беда на стройке, он мельком видел еще кого-то, Две похожего на Поиграешь со Гертруду. мной? Как будто Нет, мы уже это играем. была ее сестра. Тогда умри! близнец. Нифига У себе! него же нет сестры. Я решил Нифига себе, одна, как очень, очень хочется поиграть кому-то. идти к слепой ясновидящей еще раз. Ладно, ребята, я к несновидящей. Как да. обычно, отстояв очередь, Мгм. я попал к ней. Бесплатные обнимашки. Ну, это тоже очень известные вот футболки в Советском Союзе, бесплатные обнимашки, все носили. У тебя доброе сердце. сказала она, не спрашивая, зачем я пришел. Так, Если ты хочешь спасти найди ее Гертруду, плохую примету. то найди ее плохую примету и поймешь, что делать. Так, В этот раз я не потерял сознание. Выйдя от нее, а я что ты должен был потерять сознание? От диалога, что ли? Что, дурак совсем? отправился к друзьям. Мы решили Нужно идти найти поискать плохую плохие примету приметы Гертруды. у Гертруды дома. Го поищем у нее дома, да. А чё, взлома проникновения, нормальная тема, в принципе, да. Попроси включить На самом деле нет. Можно ли нам ключи? А, ну если, ну тогда ладно, от окей. ее квартиры. у Да, бабушки берите Вали. отчеты. Мы обыскали все, Нормально. но ничего подозрительного не нашли. А что вы Но я ищете? бутылку там вижу. Спросила бабуля. Я рассказал ей все. И что мы ищем? И бабуля, конечно же, поверила в эту замечательную историю сразу, да. Бабуля взбодрила. А, это я знаю, да. Я всегда говорила ей, не смотри в разбитое зеркало, А. которое валяется в подъезде. А А, она все смотрела. Это же очень плохая примета, сказала бабушка Валя. я понял, у вас там вся семейка шизиков каких-то. Мгм. Я Ясно. все понял. Он все Мы понял. да. побежали к зеркалу. Подойдя, я увидел там, на другой стороне, в зазеркалье, Ну, а там зеркало. Гертруду и ее отражение. Но отражение было красивое. А сама Очень, просто вообще, ну это самое. Ну, Моника Белуччи воплоти. Ну, посмотри, ну красивая прям не могу. Гертруда нет. Гертруда, что ты там делаешь? Так, Закричала бабушка. Это все она, мое отражение из разбитого зеркала. Она не отпускает меня. мгм. Слепая говорила. Круто. Ты поймешь, что делать. Вспомнил я. Зеркало собрать, склеить может. Мне казалось, Да, что смотри. необходимо соединить Я разбитое чё-то- зеркало. я мог бы, ребята, короче, призраков вызволять с того света. У меня, видите, как соображалка работает? Я все Да. шарю вообще. Я так и сделал. И Отлично. когда все кусочки зеркала сошлись, оно вдруг стало ровным. Вау. Все трещины пропали. Это портал. Я потянулся к Гертруде, Вот он, ребята, Портал 3, которого мы так долго ждали. схватил ее за руку. Давай. Мы вытащили ее оттуда. Гертруда оказалась не монстром. Это все ее отражение из разбитого зеркала. Все, это После она. этой истории Черная кошка, мы бежим. старались обходить плохие приметы стороной. Ну да. Гертруда Куда деваться? осталась жить Будешь теперь жить у меня. с бабушкой. Мы с ней стали Пошли отличными гулять. друзьями. Хорошо. Она пошла в нашу школу в 1 класс. И мы с друзьями и Гертрудой всегда ходили в школу вместе. Ну, слушайте, ну хорошая концовка, мне нравится, все так позитивно, по-добренькому закончилось, это приятно, ну что ж. На этом мы завершаем, кликайте вот сюда, здесь тоже реакция на крутого папу. Этот видосик, если вам зашел, этот тоже по-любому зайдет. Так что всем счастливо, удачи, пока, увидимся вот тут.